Привет, друзья! Канал Мясистый Моделизм приветствует вас и рад сообщить, что сегодня позвонил старик Брэд Питт и сказал: а не можешь ли ты найти классных парней, которые могли бы сделать классную диораму Фьюри, то есть Ярость? И я позвонил Денису Панову, позвонил Роману Новикову-Охонскому, и они с радостью приняли участие в этом проекте. Правда, с радостью, ребят? Да. Что ты сделаешь, Роман? Когда встреча Брэда Питта? Нет, в этой диораме. Я красил в этой диораме прекрасные фигурки от фирмы Браво 6. Мне понравилось. Брэд Питт там красив. С моей помощью. Денис? Друзья, я очень рад за вас, за то, что вы посмотрите этот прекрасный ролик и увидите в коротком, но сжатом и очень информативном формате, как мы все это сделали. Приятного просмотра. Погнали! Все-таки красивые бокс-арты у Томеи с правильными траками Т-66. Но нам-то нужны неправильные, киношные от AFV Club траки Т-84. И вот этот замечательный набор от Legend, там такое количество всякого хабара, которым мы увесим танк. Да, точеный ствол от Табор, 3D ограждение фар от каких-то испанцев, уже не помню от каких. Пулемет от Voyager и немного травленки от Эдуард. Старику Брэду Питту, конечно, повезло. Он гонял на поздней Easy 8, легкой восьмерке из Бавинтонского музея. А вот настоящий War Daddy, настоящий боевой папочка Лафайет Пул ездил на раннем М4А1 с краткоствольной пушкой. Кстати, танк у него назывался In the Mood, под настроение. Я надеюсь, что у вас настроение тоже хорошее, такое же, как у разработчиков Томеи, которые любят делать подвижные детали на своих моделях. Пожалуй, лучшая американская подвеска времен Второй мировой войны, подвеска HVSS. Танк мог разогнаться до 42 км в час, но только не на таких виниловых гусеницах, поэтому их сразу в топку. Мы же мясистые моделисты, мы возьмем наборные траки и... Что это, AFV Club? Вы о чем? Утяжены? Но хорошо, что траков с запасом. В общем... Да, и вот и такое тоже есть. Траков с запасом мы прибегнем к мясистому моделизму, мясистой модельной магии, ловкость рук, никакого мошенничества и вуаля, отрезок готов. Кстати, вы знали, что оператором фильма «Ярость» был Роман Васьянов, наш с вами соотечественник, который показал режиссеру Дэвиду Эймеру фильмы «На войне как на войне», «В бой идут одни старики», «Неуловимые мстители» и многие-многие другие. И во многом фильм получился хорошим благодаря именно операторской работе. Ну а мы с вами переходим к фототравлению. Его здесь немного. Объясню почему. Потому что у нас достаточно много хабара, который будет лежать на корме, и мы с вами доработаем только видимые части. А это, естественно, это инструмент. Американцы любили инструмент, всегда в большом количестве вешали его на свои танки. Он везде практически одинаковый. Ну, раз уж мы с вами заговорили об инструменте, поделюсь своей слабостью. Да, я очень люблю качественный, дорогой инструмент. Кто-то из великих моделистов сказал, или, может быть, я это сам придумал. В общем, 50% успеха – это хороший инструмент. Спасибо вам, дорогие друзья, за поддержку, за то, что у меня есть возможность работать таким инструментом. 3D-печать прекрасно ставится на танк. А вот, кстати, с ограждением для специального кожуха, который стоял на Шермане, надо будет чуть-чуть повозиться с пластиком от Evergreen. Самого кожуха нет, а вот крепление под кожух есть, его нужно воспроизвести. В принципе, достаточно просто делается, собственно, как и устанавливается этот точеный ствол от Aber. Дорогие друзья, подписывайтесь на паблик Telegram, это паблик Моделька, довольно интересный паблик, часто постят мои видео, я вот, собственно, ребятам делаю а-ла-верды. Ну что, Дэн, опять красишь танк в черный цвет? Да, так будет гораздо нам проще. Нам нужна черная подложка. И дальше мы нанесли белый цвет, подняли. И сразу же переходим к нашему камуфляжу. Берем черный цвет. Нанеся его на белый, он не будет таким уже темным и будет иметь уже некоторые высветления, что вы можете уже наблюдать. Далее мы используем базовый цвет Olive Drab и наносим по всей поверхности танка. Да, но черный цвет ты закрыл жидкими масками, мы это видим. Конечно, чтобы не перекрасить и сделать его более четким, чтобы у нас были ровные полосы.
Ну, наконец-то смывка. Здесь вы уже видите сам результат. Мы используем базовую смывку темно-коричневый для темно-зеленого цвета. Танк у нас довольно большой, поэтому не торопясь, аккуратно, не спешим, наносим по всей поверхности. А этот песочек я специально собрал для тебя, Дэн. Да, и он просто отличный, потому что он именно масштабный, он подходит и смотрится на полках очень здорово. Далее мы его фиксируем. Данное средство позволяет нам это сделать очень качественно, не оставляя разводов. Надуваем пыль при помощи аэрографа. Далее переходим к работе с траками. И чуть не забыли, собственно, сами сколы. Куда без сколов-то на танке? А как же, тем более на таком боевом. Далее мы приступаем к горизонтальным потекам. Мягко их растушевываем, не торопимся, дабы не смыть то, что мы нанесли. Переходим теперь к работе с погодными эффектами. Это на тоже полке. смывка, но грязюка просто. Да, очень хороший коричневый оттенок. Также мы его равномерно наносим по всему танку и излишки убираем кистью. Наносим брызги. Желательно это сделать при помощи разных оттенков. На переднюю и на ходовую часть. А вот и диорама от Верлинден. Старый, добрый Верлинден. Тут нам поможет сделать классную диораму по сюжету фильма «Ярость». Диорама довольно просто собирается, а вот красить опять ее Денису. Погнали. Спасибо. Ну, повторяем все то же самое, что и с танком. Разницы для нас никакой нет. Мы модель загрунтовали. Дальше вы можете наблюдать, как мы делаем высветление. Модель довольно диорамы объемная, поэтому аккуратно поднимаем все цвета. Здесь вы можете видеть, как мы начинаем работать с кирпичной кладкой. При помощи разнообразных оттенков красного с добавлением в них желтого, белого мы создаем разные кирпичи, да, потому что иначе они смотрелись бы очень однотонно. А здесь я тебе помогу немножечко кисточкой и еще оставшимися откуда-то красками ICM, ну, дабы разбавить всю эту историю и сделать некоторые акценты в плане Абсолютно кирпичности. точно. Да, мы делаем это более насыщенно. Ну а что с оконными рамами? Ну что, их надо делать. Мы нанесли уже цвет дерева, далее покрасили зеленым и обдираем это аккуратно с помощью зубочистки. Деревянные зубочистки. Конечно, потому что она более мягкая. Дальше мы переходим к стенам. Здесь мы наносим оттенки темного, чтобы нам придать глубину цвета и сделать визуальную резкость. Ну, чтобы камень диораме. выглядел более натурально. Абсолютно Где-то точно. светлее, где-то темнее. Совершенно верно. Так мы не забываем про все участки затемненные. Туда наносим. Здесь у нас уже смывка пошла. Вот она придаст наибольший, лучший контраст. Сделает это все более яркое. Наносим абсолютно по всей поверхности. И не забываем про пыль на брусчатке. Про забившуюся пыль между камнями. Совершенно верно. После того, как это все просохнет. И, кстати, очень хорошо этот эффект смотрится на кирпичной кладке. Туда тоже его немножко добавляем. В общем, смывка идет по всему зданию. Да. По все углубления разными оттенками. Вымыл. Зеленые, желтые, Точно. темные. Потому что вымывается она хорошо и очень хорошо закрепляется на самой диораме. Излишки убираем мягко кисточкой с растворителем, который немножко уже подсохший. Иначе мы просто весь наш труд абсолютно полностью смоем. Ну что, друзья, замечательные фигурки от Володи Демченко и компании Bravo 6, которые мы покрасим красками от АК Interactive. А делать это будет Роман Новиков-Охонский. Правда, Роман? Да, прямо сейчас вот и начнем. Ну что ж, поехали. Наносим базовые цвета. У АК они очень неплохие. Вот. Кому неохота заморачиваться, прям вот отлично. Из коробочки достал и красишь. Я, к сожалению, не такой, мне приходится все вдумывать, додумывать. Улучшать Вот, АК Interactive. Да, улучшать, да, надо написать письмо, сказать, что добавьте черного во все свои цвета, и тогда я куплю у вас другой наборчик. Вот. Black Edition. Да, Roma Black Edition, мне кажется, это будет отличная штука. То есть ты добавляешь черный во все цвета, затемняешь их, да, Ну, сознательно? я затемняю, да, мне гораздо проще работать от темного к светлому. Я очень люблю такие насыщенно темные цвета.
Вот, и потом на них очень хорошо смотрятся всякие контрастные высветления, как будто там падает солнце, там где-то отцвет костра, что-то еще. Вот. На темном оно смотрится гораздо более. Давай напомним, живописно. кого мы сейчас расписываем. Это же Святоша. Да, это Святоша, Шайя Лабаф. Очень известна история про то, как он готовился к этим съемкам, долго не мылся, не брился, выбил себе зуб, наносил себе на лицо порезы. То есть он шрам нанес, чтобы он кровоточил Да, реалистично да, прямо да, в да. кадре. Вот это актерский, конечно, подход к Вот, работе. да. Я тоже решил не мыться перед тем, как красить эту фигурку, чтобы проникнуться этим духом. Но, к счастью, камера запах не передает, поэтому продолжаем красить. И сейчас ты красишь штаны, да? Да, сейчас я крашу штаны. Вот. У меня нет какого-то определенного подхода к росписи. Я крашу одно, потом крашу другое, перескакиваю с одного на второе, на третье, чтобы вся фигурка смотрелась равномерно, гармонично на всех этапах работы над ней. То есть ты сперва делаешь все детали общим, да, каким-то фоном, а потом начинаешь их улучшать, дорабатывать. Ну, по большому счету, да, я наношу основные цвета, базовый свет-тень, а потом начинаю прорабатывать уже мелочи, добиваясь того, чтобы на фигуре все элементы смотрелись гармонично относительно друг друга, и чтобы в целом это была такая законченная картинка. Так, ну и сейчас мы приступаем к росписи ботинок. Я вообще частенько начинаю роспись них и всю свою свои потенции трачу на то, чтобы ботиночки смотрелись очень хорошо. Да, кстати, у Володи Демченко, чьи фигуры мы сейчас расписываем, в мастер-классе тоже большое внимание Да, к сапогам уделено. Это удел великих, начинать с ботинок. Да. Ну, а, собственно, вот у нас великий персонаж, это Брэд Питт. Ты начинаешь роспись лица, то есть на этой фигурке показывается именно лицо. Да, к сожалению, скульптура здесь не совсем дотягивает до Брэда Питта, поэтому моя задача здесь стояла сделать антропоморфного персонажа, что-то похожего на человека. Ну, возможно, Володя делал Брэда Питта, основываясь на Лафаэте Пуле, то есть это тот прообраз War Daddy, боевого папочки, который не дожил до премьеры фильма «Ярость» 23 года. Лишился ноги, сменил 3 танка и таким был достаточно героическим танкистом американским. Вот. Ну, мне это больше напомнило лицо Тилли Линдемана, солиста Рамштайн, но здесь каждый видит то, что он хочет видеть. Я художник, я так да, вижу. Я художник, и я так вижу, так делаю. Вот. Так, ну, к сожалению, данный формат видео не позволяет полностью раскрыть все этапы росписи фигурки, поэтому, если вдруг вам будет интересно, то мы, по большому счету, можем сделать отдельный выпуск, посвященный росписи миниатюры. Мастер-класс от Романа Новикова-Охонского. А вы, дорогие подписчики, напишите в комментариях, роспись какой миниатюры вам было бы интересно посмотреть в исполнении Романа Новикова-Охонского. А мы попробуем это сделать. Так, ну продолжаем роспись фигурки. Раскрашиваем парик Брэда Питта. Ты думаешь, все-таки это парик или ирокез? Я думаю, что это ирокез. Вот. Пытаюсь я здесь попасть ему в глаз. У Демченко очень специфическая скульптура. И надо, конечно, иметь некоторый навык для того, чтобы прорисовать зрачки. Мне кажется, у меня это получилось, но, по-моему, не с первого раза. Ну, оба глаза на месте. Это уже прогресс. И в итоге получается у нас вот такая вот фигура папочки. War Daddy. И мы продолжаем. Ну что, друзья, пора прибарахлиться. Как говорится, бабушка в дорогу собирала. Спасибо моделисту на Звездной, что помог завершить этот долгоиграющий, в общем-то, проект. Пилите, Шура, пилите. Пилите, да, простите. Она, как говорится, золотая. Напилила я достаточно большое количество всяких деталей. И немножко о чиппинге, да, мы уже говорили о нем. Допустим, деревянный ящик. Красим в дерево, наносим жидкость для чиппинга, то есть для сколов. Потом наносим коричневый цвет, начинаем все это при помощи теплой воды обдирать, и получается такой достаточно реалистичный ободранный ящик. В целом можно использовать. Там достаточно большое количество декалей, разных рационов, рацион питания номер 1, рацион питания номер 2, всякие коробки, даже немножечко остается. В общем, набор неплохой. И опять никуда не деться от кистей Mini Warpaint. На этот раз это Бобер, да, друзья, Бобер Dry Brush. Сухая кисть, я ей сымитировал дерево и решил все это примотать к нашему Шерману вот такими, ну да, немного толстоватыми веревками, но в целом, да, в целом нормально. Смотрится, да, ну, напишите, что смотрится, мне будет приятно, черт возьми.
Так, что там у нас дальше? Дальше у нас, о господи, опять это палитра. Палитра, цвета. Да, мелочевку будем прокрашивать по технике росписи миниатюры. От самого темного мы идем к самому светлому. Чем хорошо? Потому что текстура ткани отличается, допустим, от текстуры брони. И вот такими вертикальными, размашистыми, прямо как большие художники, модернисты, да, наносим такие штрихи к самому светлому цвету. Потому что таким образом у нас в результате должна заиграть именно текстура ткани. Она матовая, такая глубокая, в отличие от блестящего металла. Да, я считаю, что надо кисточкой все это делать. Вот Денис немного со мной не согласен, но я постараюсь его переубедить. Теперь всю эту красоту многострадальную можно разместить на корме. Я специально подольше подержал это видео, чтобы вы насладились. Смотрите, какие складки. Действительно, бабуля сложила для Брэда Питта туда и носки, и варежки, чтобы старик Брэд не замерз в этой загнивающей Европе. Кстати, смотрите, там еще и картонные коробки есть. Их можно склеить обычным клеем ПВА. Он, кстати, прям прописался у меня. Хороший клей. Вот то самое меню 1, их тоже остается достаточно большое количество, они пригодятся нам в каких-нибудь следующих работах. Кстати, напишите в комментариях, какую работу вы хотите увидеть следующей. Я имею в виду диорамы. Диорамы — это интересно. Да, надо все это примотать. Будьте аккуратны, чтобы вот этой самой веревкой все эти петли замечательные не сорвать. Надо очень тихонечко тянуть и потом закрепить клеем, завязать узелочки, чтобы было чики-брики, все, как вы видите на этом видео. Да, пару слов, не хватает ремешков, их я прям нарезал достаточно много. Это утомляет, но с другой стороны, ну куда без них? Ремешки должны быть. Их тут, как видите, да, большое бездонное количество. Все это нужно повесить и, естественно, также прокрасить кисточками. А вот здесь, друзья, прям моя гордость. Лайфхак. Не знаю, то ли я сам это придумал, то ли подсмотрел. Не торопитесь выбрасывать стекла, защитные стекла для ваших сотовых телефонов. Потому что из них можно сделать, как вы уже догадались, да, именно разбитое стекло. Только берегите пальцы. Приклеить можно вот таким модным клеем от Mic Productions, а можно, в общем-то, и обычным ПВА. По-моему, все то же самое. Но я решил Mic Productions, я же мажор, мне надо. И достаточно кинематографичный кадр, вы видите. Стекло можно установить в здание. По-моему, красота. Ну, напишите, что красота. Правда же хорошо. В общем, я решил улучшить диораму. Мне показалось, все-таки не хватает там текстуры, элементов. Вот вам битый кирпич, который мы приклеиваем тоже на капельки ПВА. Когда все высохнет, можно добавить оттенков разных. Опять кисти от Mini-Warpaint. Да что ж ты будешь делать? На этот раз для пигментов. Хорошие пигменты, летом 20 уже, наверное. Ну, в общем-то, вы можете абсолютно любые пигменты использовать. Чем они хороши? Они все-таки дают текстуру пыли, вот такой запыленности. И в целом достаточно неплохо держатся на самой диораме. Альберт Николин, наконец-то, старина. Ты видишь, что у меня прописался на рабочем столе? Дерево-модельщик. Он сделал, смотрите, какую классную подставку. Ну, все подошло прям по размеру. Бинго! Все встало на свои места. Дэн тут оставил довольно неплохие детальки к нашей диораме. Вот такие знаки, по-моему, от мини-арта. Да, мы совсем забыли написать название нашей диорамы прямо на стволе этого танка. Ну, так и было в кино. Пора его установить. Я его приклеил при помощи суперклея. Да, нужно поджать, подержать. Вот такая вот телега, по-моему, тоже от мини-арта в исполнении Дениса Панова. Всякие кофры для шляпы, для дамской. Чемоданы. Да, люди убегали от войны. И в данном случае это чемоданы мирных жителей. А в главных ролях Майкл Пенья в роли Трини Гордо Гарсия, Джон Бернтрал в роли Грейди Конэс Тревиса. Тревиса не на место. Святоша в исполнении Шайа Алабафа Займет место командира временно. А также Логан Лерман в роли Нормана Эрисона. Наказан будет сидеть сзади и пасти тылы. Не расстраивайся. Не расстраивайся, тут что-то должно быть сзади диорамы. Ну и также старик Брэд Питт в роли боевого папочки War Daddy. А сейчас мы посмотрим на самом деле на самого главного нашего исполнителя.
Вот в такой коляске маленькая девочка, убегая от страшного и злого танка, забыла свою любимую игрушку – синего медвежонка.